Представители знака зодиака Дева. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз. Узнай будущее. Что ждет? Прогноз Таро на 10 дней на декаду с 1 по 10 января. Давайте узнаем подсказки карт или каковы события ближайшего будущего по мнению карт, что изменит, возможно, ваши планы или те события, которые повлияют на вашу жизнь в эти 10 дней. У нас сегодня две колоды. И первая – это карты Ленорман. Мы достанем 4 карты, не будем задавать вопросы. Пусть нам карты обрисуют те события, ну, как это видит именно колода Ленорман. И дополним эти значения на картах Таро. С чем это будет связано? Будем реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки вы для себя все же получите. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Вот как альтернативный вариант рассмотреть, я думаю, стоит. Итак, события ближайшего будущего для вашего знака зодиака. Для Дев. Что будет? Что произойдет в ближайшее время? Что для вас может быть важно через события? И на колоде Таро, первая карта Таро – неожиданность. Пусть это будут приятные сюрпризы в начале года. С чем это будет связано? Итак, неожиданность. В чем ваша сила? В чем ваш успех? Что вас будет радовать? Что вам самой идет в руки, от чего не отказаться, может быть и так. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег. Личная жизнь, как видят карты. Достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Каковы же события ближайшего будущего Совы? Есть какая-то ситуация, которая еще не решена или не прояснена. И конкретно карта говорит, дает совет, мудрость. Где-то не торопиться. Видимо, обстоятельства, в которых вы находитесь сейчас, не дают вам в полной мере, ну, как для себя прояснить что-то. И здесь мы ускорить ничего не можем. Поэтому, может быть, и карты говорят, прояви терпение, мудрость, где-то хладнокровие, наблюдай именно больше. Не проявляй какой-то активности. Значит, не говорят о какой сфере жизни или в какой сфере жизни вот такие энергии для вас будут предпочтительны. Но, видимо, есть какая-то данность, которая, может быть, тянется с 2024 года. И пока еще вы не можете определиться, на что-то согласиться или отказаться, или обстановка вокруг вас, мои дорогие девы, меня смотрят люди из разных стран, требуют того, чтобы вы все контролировали. Контролировали, но не торопились действовать. Правильно оценивали как раз, без эмоций, мои дорогие. Всегда, когда выпадают совы, эмоций там нет. И белая карта здесь у каждого по-своему. Когда выпадает белая карта, это нам карты хотят сказать, что направления, хоть будут у каждого разные, или сфера интересов, сфера приложения вашей активности. У кого-то будут дела дома или дела вашей семьи, личная жизнь, может быть, вопросы любви. У кого-то палитра профессиональная выйдет на первый план. Или то, что касается денег, какие-то важные согласования или подписание документов. То есть у каждого здесь будет какая-то своя стезя. Давайте перейдем к третьей карте. Прекрасный аркан. Поверьте, мои дорогие девы, сколько бы вам ни приходилось применять вот это терпение, наблюдение, но оно, видимо, дважды того стоит, потому что для вас будет очень правильно, как бы важно сделать правильный последующий шаг. И если мы куда-то торопимся, мы словно на полном скаку проносимся. Мы не успеваем заметить какие-то тонкие нюансы. Здесь для вас будет важно все. Аркан рыбы, обратите внимание, на заднем плане этой карты прорисован корабль, один из символов Меркурия. Это ваша планета-управитель. И здесь может быть с большим объемом информации, как и ваша работа или ваша занятость, или какое-то дело, которое требует сбора информации. Или для того, чтобы определиться с чем-то, опять же, нужно рассмотреть многогранность какую-то дела, вопроса или вашего намерения, цели. Может быть, много и людей по аркану рыбы. Для вас, для кого-то вопросы, связанные с переездом.
или вы уже где-то можете находиться, по крайней мере, в эти 10 дней вдали от дома, например, или от места вашего пребывания, или вам нужно на что-то решиться. Если на что-то решиться, поверьте, у вас какие-то перспективы практически уже на пороге вашей жизни. Но, может быть, детализировать именно ваши действия пока еще не получается. Но перспективы хорошие, и поэтому от чего-то не отказаться, чего-то не упустить будет важно. Для кого-то это может проиграться, как в эти 10 дней вы получаете подарки, деньги или какое-то ценное предложение. Возможно, можете согласовать важные документы. Для кого-то это может проиграться, важные документы по финансам. Рыбы– олицетворение денег. Но и это олицетворение еще путешествий, переезда, каких-то поездок, перемещения. Поэтому вот такая многогранная карта и очень добрая, с перспективными энергиями, с возможностями, по сути дела. И вы видите уже эти возможности в начале января. Но пока не торопиться действовать, потому что прежде чем вы проверите какой-то пункт вашего следования, нужно, чтобы не осталось белых пятен. Давайте откроем еще одну карту. Тут, правда, намерения, цели какие-то вы преследуете. И в этом аркане нам говорят о том, что нашу идею, мысль, задумку следует воплотить в реальную жизнь. Это карта реальной женщины, та, которая имеет определенный достаток, уровень благополучия, которым точно не следует рисковать. Может быть, и поэтому выпадают первая карта совы и вторая белая карта. Как несколько сфер жизни вам нужно свести воедино, согласовать. Здесь, знаете, как что-то такое более грандиозное для вас может проясняться в начале января, или то, чему вы будете отдавать предпочтение, но в последующем от вашего решения будут зависеть важные перемены в жизни. У нас сейчас в начале января в ретро-движении Уран, и он находится в знаке зодиака Телец. Телец, как и вы, принадлежит к знаку зодиака стихии Земли. И самые важные вопросы, которые могут быть, это два как направления. Вопросы Земли или территории, или вашего места пребывания. Вот почему, может быть, и переезды какие-то выпадают. У кого-то этот переезд вы планируете поближе, может быть, улучшить жилищные условия, но тогда тоже нужно просчитать. Или внешняя какая-то ситуация на вас оказывает влияние, и вы вынуждены куда-то поехать. Такое я тоже могу допустить. И второй момент– это деньги, финансы или изменение системы финансов на более глобальном уровне, и это оказывает влияние на вас тоже. Вы должны как адаптироваться к чему-то, организовать по-новому свою жизнь. Или это буквально ваши активы, или, может быть, ваши кредиты, ваши налоги, перемещение по инстанциям, каким-то учреждениям. Ну, все то, что проигрывается в нашей личной жизни. Вы будете воедино пытаться соединить в какой-то красивый узор. Ну, возможности у вас есть. Но вверху у нас две карты, которые больше символизируют, с одной стороны, некоторую неопределенность, а с другой стороны, в связи с этим, вашу осторожность, наблюдение, мудрость, внимание, неожиданности. Ну вот не все радует. Может быть, не так быстро продвигается какое-то дело. Или по пятерке кубков, кстати, мелкая карта разочарования. Это те разочарования, которые вы можете вспомнить. Или о себе может напомнить какой-то человек из прошлого, как будто которого вы знали. Или ситуация, которая вас не оставляет, а вы сами о ней думаете. Она вас словно держит где-то, и вы не можете отпустить. И тогда карта нам будет говорить, неожиданностей как таковых нет. Ты их словно сам себе воспроизводишь, создаешь вот этим своим разочарованием. Отпустите прошлое в том контексте, когда на вас это действовало деструктивно. Здесь вам ничто не мешает, мои дорогие девы. Тут важно не помешать самому себе какой-то ненужной глубокой философией. Что же вам помогает? В чем ваша сила? Ну, видимо, и из прошлого есть еще какие-то контакты, которые вы будете продолжать. У кого-то это будет касаться вопросы, если вы человек семейный, именно вопросов семьи. Или это когда все же вы в этой колоде карт нам тоже показывают ситуацию выбора. Развилка. Мы можем пойти направо, мы можем пойти налево.
но только 2 жезла. Может быть, как раз сила в терпении, когда позволь ситуации развиться должным образом, когда какая-то ситуация у вас прояснится, вот как этот луч солнца, который падает между этих 2 жезлов, и вдруг мы видим на дороге, словно указывает нам путь, появился олень. И, может быть, человек как раз собрался пойти налево, кто его знает, но этот луч света освещает новую возможность. И эта тропка, ну, как-то поменьше, поуже. По ней меньше людей явно проходили. И как из области рационального может прийти какая-то возможность. И для вас будет важно это не пропустить. В этом будет ваша сила. Но это не есть совершенно что-то новое. Ваша сила в том, что вы сумеете решить какой-то вопрос, увидеть новую возможность. Пусть это не так просто, но это того стоит. Давайте откроем карты «Дела, работа, бизнес», королева мечей. Карта может говорить о вас как о независимой личности или сразу дает совет: сохраняй свою независимость. Независимость по карте королевы мечей к нам приходит, ну, где-то от того, что мы просчитываем до деталей наши последующие шаги. От того, что мы никому о себе ничего не рассказываем. И, что немаловажно, никому ничего не доказываем. Мы где-то в тени. Ну, наверное, как серый кардинал. Но, тем не менее, серый кардинал пытается больше манипулировать. А королева мечей – это прообраз Юдифи. Она сама совершила героический поступок, и поэтому вошла в историю. Вот какая-то ваша миссия, мои дорогие девы, по делам, по работе, по бизнесу, может быть, документы, согласования. У кого-то сдача важного экзамена, который открывает совершенно иные перспективы. Да, еще есть сомнения, получится, не получится. Или это своеобразный страх, который приходит через сомнения и может вам просто мешать. Но на самом деле сильная позиция. И сильная позиция в вашей рациональности. Все то, что касается нашей земной жизни или конкретных согласований, может быть, с людьми, какими-то персонами, или тех обстоятельств, в которых вы находитесь, вам нужно не закрывать на что-то глаза или не давать себя на что-то уговорить, быть готовым к тому, что может открыться какая-то возможность, и вам придется действовать в одиночку. Но это именно и откроет новые перспективы. Здесь какой-то, может быть, я это допускаю, для кого-то словно финт придется сделать, которого от вас не ожидают. Ну вот как прообраз Юдифи. И вы сразу выйдете на совершенно другой уровень качества жизни. Не упустите чего-то, увидеть вот этот, как олень нам тут изображен, как та возможность, которая между тем, что знакомо, между 2 жезлами нам показан, а 2 жезла – это карта прошлого. И вот в этом прошлом есть какой-то элемент прогресса. Значит, либо это ваша работа, или ваша ресурсность внутренняя, что-то вы умеете делать очень хорошо, или лучше всех. От этого стоит оттолкнуться, это стоит развивать. Или пусть это на уровне вашей мечты. Вы хотели заниматься своим творчеством, что вам помогает. Тогда нельзя себя поставить на 2 место или вашу мечту именно в начале года. Отложить на потом, на неопределенный срок. Найдите время, значит, подумать о том, что лично для вас очень важно. И вот оттолкнувшись от этого, воспользоваться теми обстоятельствами, которые присутствуют вокруг вас. Деньги. Ну, карта мага. Я говорила о сером кардинале. Маг не совсем серый кардинал, но все-таки маг, великий манипулятор. Да, вы можете столкнуться, кстати, с манипуляциями по части финансов другого человека, например, манипуляции именно человека. Или у вас есть какие-то нерешенные темы, вопросы, или вы прогнозируете на будущее взаимодействие с человеком, который тоже достаточно силен. И у вас сильная позиция, без сомнения, но есть еще и ваш какой-то интерес, и он находится не совсем в простой плоскости. Мы смотрим на вас, это ваш расклад, и значит вы вот в этих энергиях мага, когда у вас в руках практически все стихии. Но определиться, что с этим делать, это будет основная задача. Вот опять же аркан совы, мудрость.
Для вас нет ничего невозможного, мои дорогие девы. Тут самое главное в себе не сомневаться. И, кстати, когда выпадает карта мага на деньги и пятерка кубков, или какие-то присутствуют, как восьмерка мечей, у вас этого нет, но, к примеру, такие подобные карты, которые будут больше говорить о нашем эмоциональном фоне. Так вот, для вас очень важен правильный ход мыслей. Иначе с картой мага вы себе наколдуете того, чего не нужно. Мысль материальна, помните это. Поэтому ставьте перед собой, может быть, реальные какие-то задачи на короткий период. Или не ставьте ничего. Если видите, что, ну, условно, туман, тут ведь у каждого будет как-то по-своему, тогда будьте готовы просто к тому, что вы пройдете цепочкой развития событий. Или вы пойдете в эти 10 дней по ситуации. Что вам раскроет судьба? Значит, с этим вы взаимодействуете. По сути дела, это тоже где-то маг. Но при всем этом не допускайте каких-то разрушающих мыслей, сомнений или о том, что у вас что-то не получится. Вот это нет. Иначе мысль материально, напоминаю в очередной раз, вам подвластно все. Личная жизнь. Будьте готовы к неожиданностям. Рыцарь жезлов – это тот, который предпочитает неожиданности какому-то стоячему болоту, поэтому драйв вам уже в эти 10 дней обеспечен. У кого-то напрямую перемещение. По этой карте не совсем карта про любовь, но она может как раз и говорить о том, что какие-то дела, вопросы, может быть, в инстанциях, вам нужно поехать, согласовать что-либо, или по работе сложится тоже так вот объективно. Обстоятельства могут сложиться, когда вам придется уделять больше внимания как раз профессиональной деятельности, чтобы не упустить какую-то важную возможность. Но и на личной жизни ведь тут тоже где-то может подсказывать карта, что вы решаете какие-то вопросы и можете познакомиться в одной из организаций, к примеру, или из каких-то инстанций. Тут сама по себе возможность приходит внезапно, или вам по этой карте могут предложить какую-то дорогу, совершить, может быть, кому-то командировку внезапную или какую-то поездку, может быть, недалеко. Не отказывайтесь. Мы пока еще не знаем, каким образом к нам придут возможности. Помним, Плутон у нас в Водолее, и поэтому это инновации. Это то, что иррационально. Да, это новый вкус свободы. Но это та свобода или это те возможности, которые приходят тем путем, который мы даже не ожидали. Поэтому быть открытому всему новому для вас важно. У вас карта мага, пусть это на деньги, но маг великий реалист. Это он умеет соединить и ценности, и цену. Но, видимо, где-то и для вас возвышенное, как ваши планы, ваши намерения или вашу мечту, и реальность соединить приходится в эти 10 дней. Я хочу уточнить, что же по личной жизни, может быть, вам дополнят карты. Но нам опять же про работу. Хотя для тех, кто в паре, работай, у тебя все получится. Вот я всегда по этой карте говорю, продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. И в отношениях тоже можем рассматривать так же. У кого-то личная жизнь, если вы человек семейный, может быть, вот это мудрость. Есть вопросы, которые еще не решены. Или вы с вашим партнером не договорились, кто-то в ссоре. Вот, пятерка кубков. Тогда, если для вас человек важен, вы можете помириться. С другой стороны, карта будет говорить, что даже в личной жизни нужно работать над отношениями. И это более чем актуально. Не совсем, когда мы действуем именно как мы хотим, а когда мы слышим оппонента или нашего партнера. Взаимодействие, ведь сходятся два совершенно разных человека. И от того, как они сумеют договориться, будет зависеть напрямую какое-то сотрудничество. Ну, а для кого-то все же это получение денег может быть посредством партнерских отношений, то есть может быть ваш супруг или человек, с которым вы проживаете. Для вас это какие-то новые перспективы может открыть. Или происходят изменения в жизни вашего партнера через работу, мои дорогие. И это будет каким-то образом оказывать влияние на вашу личную жизнь тоже. Давайте откроем карту «Совет». Шестерка кубков. А вы знаете, ведь это карта ностальгии. К вам может вернуться человек из прошлого, того, кого вы хорошо знали. И здесь, правда, примирение может быть, и даже карта об этом более советует. Мы ведь совет смотрим. Есть как будто те партнерские отношения, которые следует продолжать. Они были искренними, нас предупреждает карта.
И все то, что искренне и надежно для нас, должно быть продолжено. Здесь может напомнить о себе человек. Или для кого-то из вас по работе меняется ситуация, кто-то возвращается. Или, мои дорогие девы, ностальгия вас пытаются вернуть на прежнюю работу. Или вас пытаются вернуть к какому-то вопросу. Или жизнь вас возвращает к какой-то теме из прошлого, но открывает новые перспективы. Здесь через прошлое, извините, приходит какая-то возможность. Поэтому сказать, что мы, ну вот перечеркнули так вот прошлое и сказали, там нет ничего, чтобы меня держало. Держало, может быть, и нет. Но рационально подойти к тому, как минимум, что вы умеете делать хорошо, я говорила, или какой-то хороший КПД из прошлого нужно перенести в будущее, а у кого-то напрямую отношения. Поэтому будьте внимательны в эти 10 дней начала 2025 года. Есть еще какие-то с 2024 года вопросы, которые, может быть, вы и не решили, но значит это так вам по судьбе, потому что будут новые решения, новые как возможности, так и инновации. Продолжение какое-то следует, об этом нам говорят карты. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.